Скорпионы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Сегодня с вами смотрим апрель 2024 года. Энергии весны в самом разгаре. Посмотрим, что вам подготовит и принесет этот месяц, и чем, безусловно, он вас удивит и порадует. Но прежде чем мы приступим, напоминаю, что если у вас есть какие-то точечные вопросы, в частности, может быть, по трактовкам карт или каким-то нюансам, присоединяйтесь в прямые эфиры в Инстаграм. Зачастую вы сможете на них получить ответы на свои вопросы. Благодарю также всех спонсоров канала за поддержку. Я также стараюсь вас баловать новыми инструментами, новыми колодами. Надеюсь, это будет приятно вашему глазу. Итак, мы приступаем. Основные энергии месяца. Работа, финансы, здоровье, личная жизнь, а также рекомендации от карт. Что у вас здесь на повестке дня? Итак, общие энергии месяца. Король чаш. Ну, по сути, вы сами. Несмотря на то, что здесь аркан идет в женской ипостаси в плане прорисовки, это говорит больше о чувственной стороне вопроса, о тех эмоциях, которые вы будете проживать внутри. Это радость, это счастье, это осознанность, потому что это путь к себе, понимание ваших целей, ваших задач, то, что на самом деле в чем-то вас триггерит, или что на самом деле вас беспокоит. Конечно, поскольку это карта двора, она может указывать на взаимодействие с мужчиной водной стихии, рак, скорпион или рыбы. Но я дотягиваю еще один аркан, у нас здесь ложится король жезлов. То есть одни, так сказать, карта двора, социальные карты, то есть много общения. Если как характеристику личности или ситуации, то данная связка у нас указывает на вашу инициативность, прорыв, мотивацию, на энергии, которые будут вами овладевать в апреле. Потому что захочется ставить какие-то цели, чего-то достигать, развиваться, гордиться собой. И я могу сказать, вне зависимости от того, мужчина вы или женщина, действительно апрель покажет вам, что вы способны на большее. С точки зрения работы, у нас здесь ложится король жезлов, но в женской ипостаси. Не бойтесь, что здесь ложатся идентичные карты. Тут просто если мужчина, это больше как энергия огня, больше мужских, лидерских качеств. И если смотрим в плане женской ипостаси, то это указание на то, что вас кто-то будет вести каким-то начинанием. В частности, для кого-то это будет ситуация, вот такая женщина, яркая, амбициозная, инициативная. Ну, иногда, знаете, говорят, баба с яйцами, уж простите за такой сленг, но этот аркан показывает, что появится в вашем окружении такая девушка, женщина, которая вас будет мотивировать на какое-то развитие, так сказать, взойти на пьедестал, добиться большего, или с чего-то начать, получать какие-то результаты, получать действительно новую возможность, то есть чего-то добиваться, даже если вы не верили в себя или у вас в чем-то опускались руки. Посмотрим, о чем говорит данный аркан для тех, кто сейчас не работает и по ряду причин работать не может. У нас здесь ложится аркан дьявол. Проблема заключается в том, что бытовые аспекты, бытовые будни, задачи, вы в них погрузнете как в трясине, как в паутине. И вот ваша задача в этой ситуации или быть жертвой, или быть этим пауком. То есть человеком, который сам создает условия и сам привлекает других в свою паутину. О чем здесь идет речь? То есть выйти из каждодневной трясины, быть самой хозяином обстоятельств, то есть проявить энергию, проявить инициативность для того, чтобы что-то достигать. Да, может быть, благодаря кому-то и манипуляция над кем-то, это, знаете, как найти себя. Почему я это говорю? Потому что у вас дно колоды здесь ложится двойка жезлов. Аркан, который указывает на ситуацию, что у вас появится перспективы, ситуация выбора, развития. То есть вы, так сказать, увидите горизонты, куда идти, в какой нише развиваться, чем заниматься, где найти отдушину. Ну и дело, чтобы действительно приносило какой-то хороший доход. Если вы у нас являетесь соискателем, что здесь? Как мы видим, пятерка монет или ситуация, вот то, о чем я вам говорила, опускаются руки, вы не видите потенциала, завяли, разочаровались в себе, то вот именно апрель заставит вас, вы знаете, будет как азарт, как спортивный интерес, когда проснется идея, вы, глядя на кого-то, пробудите в себе этот внутренний огонь и будете выходить из состояния кризиса или застоя. Если посмотреть по ситуации, будет ли у вас здесь трудоустройство, по тузу мечей, по крайней мере, будет идея, где, как, зачем и почему вы хотите себя раскрыть и реализовать, в какой нише раскрывать свой потенциал. То есть уже будет определенность. Ну и, конечно же, уже будете там ходить по собеседованиям, рассылать резюме и коммуницировать с людьми. Но самого трудоустройства, как показывают эти арканы в рамках периода, оно здесь может не состояться.
Для тех, кто у нас наемный сотрудник. Король жезлов, девятка чаш. Это жизнь в удовольствие, жизнь в радость. Здесь подпитка идет ваших амбиций, потому что девятка чаш – это и улучшение условий труда, это может быть бонусы, премии, надбавки, индексация заработной платы. То есть для вас это, знаете, как улучшение текущих возможностей, текущей ситуации. Если вы владеете собственным делом, то король жезлов и рыцарь монет – это ситуация стабильности. Все ровно, все стабильно, все поэтапно. Может появиться духовный лидер, духовный наставник, которого вы, так сказать, себе будете брать в мотиваторы и за которым, так сказать, будете следовать по пятам. Но это делается для вашего развития, для улучшения качества жизни. То есть чьи-то наработки, чей-то успех, чей-то опыт в жизни вы будете брать себе на вооружение. По финансовой стороне вопроса. Десятка мечей. Она говорит о том, что у вас здесь есть ограничения. Здесь не про грандиозные траты. Я сейчас объясню, в чем ситуация. Скорпионы, как правило, в большей степени, если они идут своим путем, это достаточно богатые и обеспеченные люди. Вот у тех, у кого, так сказать, не клеится, установки и ограничения в голове. То есть важно понять, что нужно проработать, какой этап в плане психологии бедности, какие внутренние установки, как убрать эти блоки, как быть готовым к большим заработкам. Понятно, что в одночасье все миллионерами не станут. Но здесь, смотрите, я даже раскрываю колоду, туз мечей, обратите внимание. Туз мечей – это идея, это потенциал, который рождается в вашей голове. И идет понимание, что вот ключ в ваших руках. Как зарабатывать больше, как выйти из финансовой трясины, как избавиться от долгов. Вот, появится наконец-то мысль и понимание, как решить эту проблему. Сам по себе этот аркан десятка мечей. О чем он говорит? Ну, с одной стороны, финансовое положение здесь пока не является идеальным. Плюс десятка мечей – это большой финансовый отток. У кого-то закрытие долгов, кредитов или просто колоссальные траты, которые будут превосходить ваши доходы. Поэтому здесь действительно десятка мечей будет предполагать, ну, действительно такие баснословные вложения. То, что касается состояния здоровья. У вас, кстати, эта ситуация вторит знаку зодиака Весы. Схоже, у них тоже на здоровье ложится таковой аркан. Здесь ложится двойка мечей. Обратите внимание, голова как дом советов. Вот видите, уже эти синицы свили гнездо и долбят вас изнутри. Это тот факт, когда вы себя сами съедаете изнутри, с психосоматической точки зрения. То есть, когда в голове рой мыслей, когда вы сами себя накручиваете, постоянно что-то обдумываете и тем самым вводите себя в трясину хронического стресса, который придет к неврозу и каким-либо последствиям. Потому что что такое двойка мечей? Это ситуация внутричерепного давления, это проблема со зрением, то есть может зрение падать. Это ситуация, когда ваши психосоматические состояния приводят вас к неврозу. То есть уж простите, что я так скажу, может быть совершенно грубо, но это не с позиции там оскорбления. Да знаете, как лечите голову. Не пытайтесь закрывать глаза на проблемы. Опять же, если по состоянию здоровья что-то беспокоит, нельзя это откладывать в долгий ящик. В особенности у нас по двойке мечей уязвимости подвержены глаза, уши, особенно если у кого-то там отиты и так далее. То есть постарайтесь не быть на сквозняках. Или если вы где-то там плаваете, купаетесь, чтобы вода не попадала вам в ушные раковины. То есть как-то обезопасить себя. Почему? Потому что есть тут риск воспаления и потом перехода в какие-то хронические состояния. То, что касается вопросов личной жизни. Ну вот здесь хотя бы, так сказать, повезло. Потому что рыцарь чаш – это прекрасный аркан. Это взаимопонимание, это любовь, это поддержка, это мотивация. То есть это дарить себя, свою душу, свою любовь и такие же эмоции получать взамен. То есть отдача. Вот видите, вы несете в руках свое сердце. Это сердце не только принимает с радостью и с любовью, и вам такие же эмоции дают в ответ, потому что вы расцветаете. Видите, как этот цветок лотоса раскрываетесь. Смотрим, о чем будет говорить этот аркан для тех, кто у нас на данном этапе свободен. Аркан дурак. Новый путь, новая жизнь, новые возможности, новые знакомства. Кто-то будет готов открыть вам свое сердце, идти с вами на контакт. Так и вы неожиданно для себя сможете обрести нового знакомого или знакомую. Потому что данные арканы указывают на ситуацию новых возможностей, нового шанса. И если вы у нас состоите в любовных треугольниках, то рыцарь чаш и восьмерка чаш – это ситуация, когда вы понимаете, что нужно делать сложный выбор. То есть если вы инициатор треугольника, это определяться и уходить из отношений, которые вас не радуют, которые себя исчерпали. Если вы не являетесь инициатором любовного треугольника, то здесь рыцарь чаш и восьмерка чаш
уходить из отношений или ситуаций, которые не дают вам эмоциональной отдачи. То есть уходить в новое легко, но здесь как бы расстаться с друзьями или расстаться на какой-то дружественной ноте. То есть здесь нет этого разрыва с негативом. Для тех же, кто у нас в стабильных союзах. Рыцарь чаш и туз мечей. Это ситуация, когда своей любовью, своей поддержкой вы воодушевляете вашу вторую половину, поддержку. Получаете от вашего избранника или избранницы. И то же самое, видите, эту легкость получаете взамен. Потому что рыцарь чаш, туз мечей, шестерка мечей – это легкость. Это обретение каких-то идей, которые сделают жизнь вашей пары лучше, качественнее, стабильнее. Плюс, помимо всего прочего, это идеи, как совместно провести время, как порадовать друг друга, в какую поездку или путешествие отправиться, как наполнить свою жизнь новыми яркими эмоциями. То есть больше времени проводить с друг другом, радовать чем-то друг друга. Вот на этом вы будете сконцентрированы в течение данного периода. И рекомендация по картам. У вас даже на этот период падает аркан умеренность. Может быть, знаете, в какой-то степени философски относиться к тратам. Почему? Потому что пришло, то и ушло. Сохранять состояние покоя, состояние баланса. Даже если происходят какие-то колоссальные траты, помните, что это для зоны вашего комфорта, вашего покоя, может быть удовольствие. И в целом сохранять в жизни баланс, зону комфорта. Будь то режим дня, вопросы питания или распределение работы и отдыха, или просто баланс в отношениях, брать, давать. То есть чтобы у вас была полноценная жизнь и был хороший энергообмен. Если смотреть и анализировать в целом, посмотрите, у вас здесь идут арканы младшего порядка. Сказать, что это для вас супер значимый месяц, не могу, но вместе с тем, который несет вам положительные, приятные перемены. Смотрим на неожиданность периода. Что же здесь? Ох, какие у вас здесь интересные арканы. Ну, весна, любовь витает в воздухе, это и так понятно. У вас ложатся арканы любовь, безопасность и движение. То есть, иными словами, вот то, о чем я говорила здесь в большей степени как бы для стабильных пар. То есть дарить любовь тем, с кем вам безопасно, с кем вы ощущаете движение, развитие и рост. Если вы в любовных треугольниках, то это идти, знаете, как в новое. Там, где вы будете ощущать себя комфортно, где вы увидите перспективу развития союза и стабильности. Но у тех, кто в стабильных парах, эти карты говорят о том, что укрепляйте свой союз, уделяйте больше любви и внимания друг другу, дайте эту зону ощущения комфорта и безопасности и больше времени проводите друг с другом. Возможно, отправьтесь в поездку, в путешествие. Даже если это какая-то, знаете, как мини-поездочка там на час, на два в пригород, посмотреть какие-то приятные места. Ну, то есть это время для двоих. То есть обратите на это внимание и прислушайтесь к совету и рекомендациям карт, потому что вы получите какие-то незабываемые эмоции, впечатления и ощущения новых красок жизни. В целом же месяц на самом деле у вас комфортный, который заставит вас меняться, менять свое мышление, менять свой подход к тем либо иным жизненным ситуациям. Я, в свою очередь, закрою так, чтобы действительно апрель вас порадовал только положительными моментами, чтобы действительно были благоприятные перемены, радость, вкус жизни и довольство тем, что, так сказать, привносит в вашу жизнь Вселенная. Ну а вы, пожалуйста, по прошествии периода дайте знать, напишите, как отозвалась, отыгралась информация и какие перемены у вас произошли. Буду вам признательна за энергообмен, за обратную связь. С вами я не прощаюсь. До новых встреч.